Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами народные приметы на 25 октября. В этом видео поговорим о церковном календаре, поговорим о народном календаре, а также уделим внимание народным приметам и поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день, 25 октября. Давайте вместе с вами будем разбираться все в этом видео. Итак, в этот день, 25 октября, православная церковь и все православные христиане вспоминают и молятся за святых мучеников Прова, Тараха и Андроника, которые пострадали за свою христианскую веру в городе Тарс. По легенде, Пров был великолепным, смелым и бесстрашным воином, который в старости принял христианское вероисповедание и прошел обряд крещения. Однажды воины по роду службы должны были охранять городских жителей во время проведения в городе языческого праздника. Им было предложено вместе с жителями принести жертву богам. Престарелый воин отказался приносить жертвы языческим богам, сказав, что ежедневно приносит жертву в собственном сердце истинному и единому Богу. После этого он был арестован стражей, а вместе с ним еще два воина, которые отказались от жертвоприношения языческим богам. Этими воинами был Тарах и Андроник, так же, как и Пров, тайно исповедавшие христианскую веру. После ареста воинов их подвергли жесточайшим мукам, предлагая им отречься от своей веры. Однако Пров отвечал, что чем сильнее он сейчас мучается, тем более чистой становится его душа. Несмотря на то, что против мучеников палачи применяли самые изощренные жестокие пытки, ни один из них не отрекся от своей веры. Видя, что святые обладают очень стойким духом и не отрекаются от своей веры, их казнили четвертованием, разрубив на части. После смерти христиане тайно забрали останки мучеников и захоронили их в могиле за городом. Примечательно, что со временем в народе один из мучеников, а именно Андроник, превратился в мудрого и всезнающего звездочета, которому было принято молиться о теплой зиме. Наши предки обращались к святому Андронику с молитвами о заступничестве, а также о здоровье и долгой жизни. Также в этот день, 25 октября, празднуется Иерусалимская икона Божией Матери. Также празднуется Ярославско-Смоленская икона Божьей Матери. Также празднуется Рудненская икона Божьей Матери. И празднуется Калужская икона Божьей Матери. Все эти иконы имеют очень важное значение в жизни православного человека. Поэтому обязательно в этот день, 25 октября, сходите в церковь, помолитесь обязательно Иерусалимской иконе Божьей Матери. И, конечно же, попросите всего того, что для вас важно и нужно на данном этапе. Также не забудьте зажечь и дома свечку, но именно церковную, и также прочитать те молитвы, которые вы знаете. Также мы в описании к этому видео, друзья, оставим вам молитвы, которые вы можете прочитать в этот день, 25 октября. А вот в народной традиции этот день носил такие названия, как День Андрона Звездочета, Провов день или просто Прова. И в народе этот день, как мы уже сказали ранее, назвали как День Андрона Звездочета, который был так назван, потому что сегодня было принято наблюдать за звездами. Традиционно в день Прова за звездным небом наблюдали, начиная с полудня и заканчивая аж полуночью, стараясь по народным приметам предсказать предстоящую погоду и урожай. Так яркие звездочки сулили скорое наступление мороза, тусклые же сильное похолодание. Если небо было усеяно звездами, то говорили о том, что уродит горох. Мерцающие звезды, имеющие синий оттенок, предсказывают снег, пылающий ветер, мигающую смену погоды. Ветреную погоду предсказывала упавшая звезда. Наши предки верили, что с неба на них смотрят ангелы, которые сидят на звездах. Они защищают от грехов и влияния нечисти, а также записывают все совершенные человеком добрые и злые дела. Поэтому звезды и сверкают.
Как только умирал подопечный ангел, он вместе со звездой падал на землю. Кто же, увидев это, должен тут же был задумать желание. И вы знаете, считалось, что именно такое желание гарантированно исполнится. С боязнью наши предки относились к звездам с хвостом, или, как мы любим называть, кометам. Считалось, что это Всевышний присылает их, чтобы предупредить людей, что если они не будут жить в гармонии с природой, то может и конец света наступить. Говорили в народе, что увиденная комета – это народная примета войны, эпидемии, голода, неурожая или даже наводнения. Также обращали внимание и на цвет кометы. Белая комета предсказывала голод и страшные болезни, красная комета – войну. По звездам наши предки определяли, какой будет погода и в ближайшее время. Именно поэтому праздник в честь святого Андроника получил название звездочет. Если ветер на день Андрона был слабым, то пасмурная погода будет наблюдаться несколько дней к роду. Если ветер дул с южной стороны, то будет тепло, а если с севера, то скоро начнутся холода. Если небо было усыпано яркими звездами, то в следующем году будет богатый урожай гороха. Если звезды на небе мерцали синим цветом, то скоро начнется снегопад. Если звезды падали, то скоро начнутся сильные ветра. Тусклые звезды на небе предвещали много осадков и оттепелей в предстоящем году. Согласно народным преданиям, человек, рожденный в этот день, мог бы пережить в жизни много горестей. Ну а чтобы обратить благоприятное внимание судьбы к такому человеку, существовал обряд, который назывался «согревание звезды», который надо было провести в день его рождения. И этот обряд наши предки считали, что нужно провести именно в полночь. Сначала понадобится обернуть деревянный стержень в мешковину, а затем отправиться на открытое поле. Посреди поля следует нарисовать круг, который будет служить защитой от злых сил. Затем, зажигая факел, поднимите его ввысь в сторону звездного неба. Таким образом, вы воссоедините свою остывшую звезду с небесными огоньками, чтобы обрести благосклонность судьбы. На прово, конечно же, все сельские жители продолжали молотьбу, а хозяйки занимались приготовлением традиционного блюда – каши с салом и с маслом. Считалось, что съев такую кашу, человек запасается силами и здоровьем на год вперед. Для детей хозяйки готовили сладкий вид каши. Они заправляли привычное блюдо вареньем. Малыши не могли устоять перед таким угощением, поэтому тоже запасались здоровьем на год вперед. Сегодня, 25 октября, поздравления с именинами принимают Александра, Богдан, Денис, Доминика, Иван, Кузьма, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Тарас и Федота. Люди, рожденные 25 октября, по мнению наших предков, встретят в своем жизненном пути множество сложностей и препятствий. Кроме того, каждый человек, родившийся в этот день, получает дар предсказания по звездам. Из достоинства это то, что человек, который родился в этот день, за счет того, что он постоянно преодолевает какие-то трудности, препятствия, он получает закаленный характер. Из недостатков было то, что довольно часто люди, рожденные 25 октября, воспринимают любую критику негативно. Ну а в качестве талисмана и оберега людям, рожденным в этот день, лучше всего подходит янтарь. Знаете, в этот день считали в народе, что кто родится именно в этот день, 25 октября, всю жизнь будет мучиться. Ну а чтобы этого не произошло, нужно было провести особенный обряд ровно в полночь. Итак, в день Андрона звездочета брали шест и мотали на него всевозможную ветошь. Далее шли в поле, очерчивали вокруг себя круг и факел поджигали. После поднимали как можно выше, согревали свою звезду, чтобы она не дала мукам покорить душу и тело своего подопечного, читая при этом особенные слова. «Звезда, моя хранительница, ты меня от всех напастей защищай, от горести охраняй. Ангел на тебе сидит, добром меня благословит, чтобы все неприятности пошли долой, а радость и счастье остались со мной». Далее факел опускали и тушили его в емкости с колодезной водой. Ну а что касательно толкований снов на этот день, 25 октября,
Сон, увиденный в ночь на 25 октября, может сбыться, но если только он оставит яркие воспоминания. Толковать его следует прямо, особенно в плане эмоций. Особенно актуально, если вас что-то беспокоит. Сон даст вам важную подсказку, покажет те события в вашей жизни, которые пора оставить в прошлом. С помощью сновидений можно понять совершенные ошибки и провести работу по их устранению. Вы знаете, это своеобразный крик души, в котором она показывает, что вы что-то сделали в какой-то степени, где-то неверный выбор. Поэтому после пробуждения вы можете даже ощутить внутренний дискомфорт. Поэтому к этому ощущению стоит внимательно прислушаться и попытаться понять его истинные причины. Тем более правильно истолковать увиденные образы в состоянии не каждый человек. Также в сновидении, в котором вы обедали, предупреждает о том, что вам необходимо придерживаться строго диеты. Ну а если вам приснилось, что вы едите в ресторане, будьте готовы к тому, что вам придется общаться с очень неприятными людьми. Давайте теперь поговорим о том, что же можно было делать 25 октября по народным приметам и народному календарю. Итак, 25 декабря – это день, когда в дом можно было легко привлечь богатство и счастье. Вы знаете, наши предки считали, что это можно легко сделать именно в этот день. Для этого полы в доме нужно тщательно подмести веником, на который будет привязана белая лента. А вот убираясь веником без ленты, можно наоборот вымести благополучие. 25 октября наши предки старались до полуночи наблюдать за звездным небом. По звездам предсказывали урожайность даже следующего года, а также судили о погоде предстоящей зимой. Яркие звезды предвещали мороз, тусклые оттепель, а мигающие перемену погоды. Если же вы видели падающую звезду, ждали ветров и даже сухого года. Что же нельзя было делать в день Андрона звездочета? Вы знаете, по народным приметам 25 октября, в день Андрона звездочета, нельзя заниматься тяжелой физической работой, поскольку считалось, что Андроник может за это наказать еще более сложной работой, которую придется выполнять, приложив немалые усилия. По этой причине и запрещено было 25 октября стирать вещи вручную, делать в квартире перестановку с перетаскиванием тяжелых вещей и другую трудоемкую работу. Сегодня нужно себя было поберечь. Согласно народным поверьям, 25 октября нельзя было спрашивать, кто там, если в дверь кто-то стучался. Считалось, если нарушить этот запрет, то вместе с гостями в жилье могут проникнуть болезни и неприятности. Наши предки даже завязывали веревочку на двери или калитке, после чего произносили волшебные слова от всех несчастий. Также лучше встать и посмотреть, кто стучится, заменить этот вопрос на другой или же сразу попросить человека войти. Также в этот день запрещалось громко смеяться. Человек в такие моменты как бы подвергает себя большому количеству пыток. Нельзя никого было обижать, иначе в вашу жизнь придут разрушительные несчастья. Нельзя было и нецензурно выражаться, негативно мыслить и говорить о плохом. При этом в день Андрона звездочета нужно обязательно контролировать свои эмоции, особенно это касается начальства, поскольку по народной примете, чем спокойнее пройдет этот день, тем счастливее сложится ваше будущее. Обратите, пожалуйста, на это особое внимание. Нельзя было 25 октября переедать, особенно овощных блюд. Сегодня на столе должны быть каша с мясом, грибы, варенье. Тогда считается, что весь год пройдет в сытости и в достатке. Сегодня запрещено в день Андрона звездочета подметать пол простым веником, иначе можно вымести из дома счастье и удачу. Поэтому в этот день веник надо перевязать белой ленточкой и обмести им все уголки, чтобы привлечь достаток и любовь. В этот день категорически запрещено белить, выбивать перины, стирать, переставлять мебель, ставить квас, покупать церковные свечи, ругаться с людьми, пинать животных и гадать на картах. Также нельзя в день Андрона звездочета ни в коем случае заваривать чай и варить кофе.
Вот такой, друзья, у нас с вами день 25 октября по народным приметам и церковному календарю. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации, друзья, вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ, друзья. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.